Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. И для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. С ними у нас на канале есть узорчики, да, но мы с ними уже давно не работали, сегодня поработаем. Ну и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Что за ниточки? Смотрите. Называются они у меня Yarnart Jeans. По составу это 55% хлопок, 45% полиакрил. Идем дальше. Моточки по 50 грамм. В 50 граммах 160 метров. И нам советуют производители брать крючок вот, 3,5 миллиметра. Я данную пряжу буду сегодня взять крючком 3,5 миллиметра. Так. Вы, в свою очередь, берете пряжу, какая у вас есть. Потолще, потоньше, летняя, зимняя, демисезонная. Пробуйте. Все узорчики универсальные. И из разных пряжей, получается, один и тот же узорчик смотрится совсем по-разному. Возможно, в вашем случае узорчик будет смотреться наиболее выигрышно, чем у меня. Самое главное, правильно подобрать крючок. Точно так же берете инструкцию, аннотацию к своей пряже. Смотрите, какой крючок вам советуют, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка несложная. В принципе, понятно, но просто нужно некоторые моменты уточнить. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто пока еще не умеет, повторяйте за руками, ничего страшного. Научитесь. Самое главное, мы с вами провязали, да, какой-то элемент. Посмотрите, как он отображается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстро научитесь работать с любыми схемками. Итак, смотрите, раппорт узорчика получается 12 петелек. Так? Давайте, например, я сделаю 2 раппорта, 24 воздушные петельки, и по краям дополнительно я сделаю по 5 столбиков, чтобы ровненько узорчик закончился. Получается, я буду набирать 34 воздушные петельки. А вы смотрите, как вам будет удобно, столько набирайте. Итак, вначале все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, я сделаю первый ряд из столбиков с накидом для новичков, чтобы они в воздушных петельках не запутались. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Дальше накид. По порядку в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И вот ваша задача провязать весь ряд столбиками с накидом. Ничего сложного в этом нет. Просто первый ряд провязывать чуть помедленнее, чем все остальные. А так все очень даже просто. Самое главное, контролируйте, чтобы ничего лишнего не провязали и чтобы ни одну петельку не пропустили. По итогу количество столбиков у вас получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Вот я набрала 34 воздушные петельки, у меня получится 34 столбика. Понятно, да? Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, первые 3, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. А в конце ряда встретимся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот.
накид. Во второй по порядку столбик провязываем столбик с накидом. Так, над столбиком столбик. В третий столбик с накидом. В четвертый столбик с накидом. И в пятый. Так. Теперь мы будем приступать к непосредственно нашему элементу, интересному провязывать в виде сердечка. Для начала накид, столбик с накидом. Теперь 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Есть. Отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2, да? Вот, из третьей начинаем провязывать соединительные петельки. Смотрите, нырнули, вытянули ниточку и ее же провязали через петельку на крючке. 1. Следующую точно так же нырнули, вытянули и тут же провязали. 2. Следующую также нырнули, вытянули, провязали. 3, 4 и в последнюю 5. Вот у нас такая вот как бы палочка получилась. Далее повернули вязание. Тут же сразу же начинаем в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. 2 петельки вместе. 1. Дальше накид. В следующую по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку и 3 петельки провязали вместе. Полустолбик с накидом. Есть. Дальше накид. В следующую по порядку петельку провязали столбик с накидом. 2 петельки. 2 петельки. Теперь следующую по порядку петельку, будьте внимательны, будем провязывать 4 столбика с 2 накидами. 1 накид, 2 накид. По порядку следующая петелька у нас идет, мы в нее провязываем 4 столбика. 1, считаем. Сюда же 2, считаем. 2 накида, сюда же 3. И сюда же 4. Есть. То есть у нас потихонечку, как бы видите, вот была наша палочка, и вот потихонечку идет расширение, расширение, расширение. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. По порядку следующая у нас получается как бы центральная петелька, да? В нее ныряем и провязываем столбик соединительный. Оп, так вот раз, соединили. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И теперь получается мы переворачиваемся на противоположную сторону и то же самое все повторяем. 2 накида. Вот по порядку идут петельки и начинаем провязывать. 4 столбика с 2 накидами. 1, 2 накида сюда же. 2. 2 накида сюда же. 3. 2 накида сюда же. 4. Теперь возвращаемся как бы зеркально наоборот, да? Вначале у нас столбик по порядку с накидом идет. Потом полустолбик с накидом идет. То есть 3 петельки вместе провязали. Затем столбик без накида. И теперь мы с вами присоединяемся. Вот мы с вами провязывали, получается, наши столбики. Так? Мы присоединяемся вот к нашему столбику, самому последнему. Смотрите, как получается 1 петелька за верхушку, а 1 петелька вот здесь сбоку. 2 петельки. И делаем соединительный столбик. Оп, такая вот петелька. Первоначально вот такое у нас сердечко с вами получилось. Скажите, неплохо, да? Все. Идем дальше. Дальше мы провязываем с вами еще 11 столбиков с накидом. По порядку. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь будем провязывать опять точно такое же сердечко. Вот что у нас по итогу получается. Итак, давайте вместе опять 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отсчитываем 2 петельки от крючка. 1, 2, и в третью петельку нырнули и провязали соединительную петельку. Такой 1, считаем. Следующая 2, следующая 3, следующая 4 и 5. Ну, вот так назовем палочка, да? Сердцевинка. Поворот. Тут же, сюда же получается. Провязываем столбик без накида. Полустолбик. Сейчас, секундочку. Накид. Давай, петелька. Полустолбик с накидом. Дальше полноценный столбик с накидом по 2 петельки, 2. В следующую по порядку петельку провязываем 4 столбика с 2 накидами. 1, 2 накида сюда же, 2, 2 накида сюда же, 3, 2 накида сюда же, 4. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот в нашу сердцевинку, да, которая по центру, нырнули соединительной петелькой. Оп. Дальше зеркально наоборот вяжем вторую половинку. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И следующую по порядку петельку провязываем точно так же 4 столбика с 2 накидами. 1, 2 накида сюда же, 2, 2 накида сюда же, 3 и 4. И потом начинаем убавлять. Столбик вначале с одним накидом, потом полустолбик с накидом, 3 петельки вместе, затем столбик без накида и присоединяемся вот к нашему столбику, с которым мы начинали, да, присоединяемся, смотрите, опять же, вначале берем одну петельку, как бы горизонтально она будет, другая наискосок, вот так вот, и провязываем соединительную петельку. Оп, все, второе сердечко готово. И вот так вот шагаете до конца ряда, делайте сколько у вас сердечек получится. Угу. Все, несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот такая первоначальная красота у нас получается. Несложно, да? Теперь я хочу, смотрите, присоединить новый цвет. Вы можете присоединять, можете не присоединять, можете продолжать таким же цветом на ваше усмотрение. Я добавлю красную ниточку. Итак, вот я провязала до конца, получается, ряда, да, и последний столбик я провязала не до конца, оставила на крючке 2 петельки. И как раз эти 2 петельки я буду провязывать новым цветом, то есть я ввожу новую ниточку. Для начала делаю петельку фиксации, а теперь вот эту петельку как раз я ей провязываю 2 последние петельки на крючке. Оп, все, розовую подтянули, видите? У нас ряд получается полностью розовый, но в процессе вязания уже есть красная. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот.
накид. И по порядку в каждый столбик идем и провязываем столбик с накидом. Здесь вообще несложный ряд. Столбик с накидом. То есть над каждым столбиком столбик. Опять столбик с накидом. Так, дальше столбик с накидом над столбиком. Тут вообще никаких сложностей. Дальше, когда доходим до сердечка, да, вот столбик с накидом. И смотрим четко по столбикам. Видите? Ничего не пропуская. Вот наш столбик провязали. И вот следующий столбик. Точно так же беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом. То есть вообще идем по порядку, ничего не пропускаем. Никаких окошек не делаем. И вот так вот шагаем весь ряд. Согласитесь, ряд несложный. Весь ряд это столбики с накидом. Видите, как получается? Все четко, все ровно. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали ряд красной ниточкой. Тут вообще без особенностей, все понятно. Дальше что мы делаем? Следующий ряд. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И получается считаем наши столбики. Это получается имитация столбика. Считаем 1. Дальше идем. Провязываем 2. Дальше 3. 4. 5. 6. Теперь будьте внимательны. Вот так петельку подтянем. Сердечко наше приложим. Так, мы его будем сейчас фиксировать. Повернули на другую сторону. Там, где, помните, у нас такая вот наша, как бы, сердцевинка, да, была палочка. За самые верхние петельки, вот эти вот две, беремся. И просто протягиваем красную петельку через эти две розовенькие. Таким образом мы как бы зафиксируем наше сердечко, чтобы оно у нас никуда не убегало. Посчитали, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше по порядку идем. Следующий у нас столбик. 7. 8. 9. 10. 11. 11 столбиков. Распрямили наше красивое сердечко. И смотрите, с 12 столбика начинаем вязать точно такое же сердечко красным цветом. 12. Есть. Теперь опять 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и дальше вы знаете, да? 2 столбика мы, 2 петельки, вернее, пропускаем. И с третьей начинаем провязывать соединительные петельки. Угу. Все. Давайте провяжем сердечко самостоятельно, посмотрим, что в итоге получится. Встречаю вас в конце этого сердечка. Давайте. Так, смотрите, у вас также получается. То есть между двумя сердечками посерединке, да, между ними будет еще одно сердечко. Все, несложно. Дальше вы опять провязываете 11 столбиков. Да, когда доходите до сердечка, до розового, вы точно так же присоединяетесь. Давайте довяжем до сердечка и еще раз присоединимся вместе. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, дошли до сердечка. Сейчас должны присоединить сердечко. Петельку вот так вот подтягиваем. Поворачиваем наше вязание на другую сторону. Так, теперь вот наша получается палочка, наша сердцевинка. Беремся за самые верхние петельки и данную получается красную вот нашу петельку просто протягиваем. Сейчас мы ее подтянем. И просто протягиваем через 2 петельки. Оп, все. И дальше опять поворот. И по порядку все наши столбики провязываем. В сумме у нас должно получиться 11 столбиков. И на 12 столбике вы будете делать очередное сердечко, да? Все, тут вообще не сложно. Сердечки вы уже вязать умеете. Самое главное, чтобы они у вас были в шахматном порядке. Все. Вот очередное сердечко, которое мы с вами присоединили. Угу. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Так, смотрите.
Вот у меня в данном ряду получилось 2 сердечка. Так. И дальше я хочу опять переключиться на новый цвет. Пусть у меня это будет белый. Вы можете переключаться, можете нет. Давайте повторим еще раз. Итак, последний столбик, когда провязывали. Я так петельку сейчас распущу и оставляю на крючке 2 петельки. И делаю у нового цвета петельку фиксации. Вы можете вернуться к первому цвету, да, вы можете добавить третий цвет. Это на ваше усмотрение, вы дизайнер. Как вы сделаете, так будет здорово. Провязываем этой петелькой 2 последние петельки на крючке. Все, переключились на новый цвет. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И опять провязываем все наши столбики. Вот как мы первый ряд красный привязывали. Точно так же. То есть весь ряд будет состоять просто из столбиков с накидом. Здесь несложно, поняли, да? Когда доходим до сердечка, ничего не пропускаем. Никаких воздушных петелек не делаем. Вот прям как столбики идут. Беремся за верхушечку столбика, провязываем. Вот, дальше у нас идет следующий столбик. Точно так же. Беремся за верхушечку, провязываем. И шагаем вот так до конца ряда. Понятно, да? Все. Вот такая у нас изнаночка ровненькая. Одни только столбики. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот провязали, получается, беленькими ниточками наш ряд. Теперь, что мы делаем? Мы будем повторять с вами самые первые наши сердечки, розовые, так? То есть мы здесь провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. На 6-м столбике делаем сердечко. Угу. Опять провязали, получается, наши столбики. И сзади красненькое закрепляем. Опять над розовым будет беленькое сердечко. Красненькое закрепили. Беленькое и провязали до конца ряда. Угу. И дальше вы можете провязать несколько рядочков, повторить, для того, чтобы увеличить наш образец, посмотреть, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Давайте самостоятельно увеличите и встретимся через несколько рядочков. Договорились? У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Ну, в принципе, неплохо, согласитесь, да? Когда поймете принцип узорчика, сердечки можете делать подальше друг от друга, поближе друг к другу, то есть на ваше усмотрение. Вы можете делать их не каждые 2 ряда, да, а как бы, может быть, побольше расстояния сделайте. Что это у вас будет? Это у вас будет декор какой-то, может быть, на кармашке, может быть, сердечко, да? Может быть, это, может быть, обвязка там подола, например, кофточки, кардиганчика, там, рукавов и так далее. Ну, в общем, на ваше усмотрение. То есть, как вы захотите. Можете делать также цветными сердечки, можете делать одноцветными. В общем, на вашу фантазию. И как вы закончите, получается, ряд. То есть, следующий, получается, вы провяжете столбики с накидом, да, потом обратно вернете столбики с накидом, присоедините сердечки и еще один ряд, как бы финальный. На этом можно закончить. Все. Вот такой вот интересный образец. Из моих ниточек вот так вот тянется чуть-чуть, да. И вот так вот получается тоже. Ну, чуть меньше тянется. То есть из вашей пряжи может тянуться больше, меньше. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Давайте замерим красоту. Если моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, у всех может отличаться, да. Но вот в моем случае, смотрите, это получается аж 21 сантиметр. Большой образец. И тут мы, получается, провязали 2, 4, 6, 8, 10 рядочков. Но при условии, что сердечки ж, они же еще выше, получается, правильно же? То есть до сердечек, например, допустим, если так вот 11 сантиметров, а с сердечками уже 14. Видите? Вот такая красота. Как вам? Кто что-то уже вязал данным узорчиком? Если вязали, рассказывайте, нам будет интересно, какие ниточки, что вязали, что у вас получилось. Изнаночка, смотрите, ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Лицевая сторона. Красота. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себя в плейлисты. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.